Рунет под завязку набит всевозможными видео с участием российских военных, которые в том или ином виде демонстрируют разочарование в путинской войне. Большинство таких роликов проходят незамеченными, но некоторые внимание людей привлекают. Есть правила, есть приказы и уставы, но не всегда они выполняются. Я с этим не спорю. Но когда ты, тварь, блядь, которой больше 70 лет, так называемый президент, закончишь вот это все блядство, ты еще хочешь больше областей отобрать? А нахера они нам нужны, блядь? За последние дни, например, в соцсетях разошлось 2 ролика с вернувшимися домой участниками войны. Первое видео было снято во время облавы на мужчин в Пензенской области. Там человек на инвалидной коляске преследовал с ножом сотрудников военной автомобильной инспекции. Ебал нахуй отсюда! Что я вас не видел, пидоров ебаных! Вы, блядь, у матерей забирать своих детей, пидоров, блядь! Иди нахуй отсюда! Герой видео Дмитрий Афанасов. Он сам пережил фронт и потерял на войне обе ноги. Явным образом он не одобряет принудительную отправку на войну своих земляков, не желает другим пережить свой опыт. Второй ролик снят в Воронежской области. Бывший участник войны Александр Лунин записал обращение к Путину, которое за день набрало 1 миллион просмотров в заблокированном Инстаграме, а за 2 дня более 3 миллионов. Размещено оно с хэштегами «Моя жизня» и «Миру мир». Владимир Владимирович, вы отреагировали, заметили обращение Виктории Бони, которая обозначила ряд проблем, которые происходят у нас в стране. Обратите ли вы внимание на того, кто защищал ваши интересы и интересы нашей страны? Я вам даю свое мужское слово, что если вы пригласите меня к себе в Кремль, я расскажу вам настоящую правду, которую вам не расскажет ни один из ваших чиновников, из ваших подчиненных. Я расскажу вам ту правду, которая сейчас происходит у нас на самом деле в стране. Мы много раз говорили, что зачастую наиболее антивоенно настроенными оказываются люди с реальным боевым опытом. Примеров тому уже много, и Александр Лунин, похоже, один из них. В комментариях пишут: пизда, тебя посадят. Сейчас к тебе придут, ебать, ты наговорил. Насколько вы уже нахуй зашуганные, насколько народ уже зашугали. У вас чувства достоинства нет уже, вообще просто один страх нахуй. Посмотрим, что за ролики он снимает и как они воспринимаются сейчас. Только прежде чем начнем, напомню. В описании вы найдете инструкцию, как обходить российские блокировки интернета, а также наш рейтинг VPN-сервисов. Спонсор рубрики VPN Liberty, который стабильно в топе рейтинга, а сейчас у него акция. Вы можете 30 дней пользоваться сервисом бесплатно, без привязки карты. Александру Лунину 39 лет. Он живет в селе Лизиновка в Воронежской области. По его словам, он проходил службу на Северном Кавказе, затем участвовал в войне с Украиной в составе нерегулярного добровольческого формирования. Как и многие другие денацификаторы, он любит ультраправую символику, татуирован всевозможными рунами, наподобие тех, что использовались в Третьем Рейхе, а в качестве своих контактов публично указывал электронную почту с цифрами 1488. Также Лунин исповедует неоязычество, а себя называет рыкарем. Это такой славянский берсерк. Но в этом как раз, наверное, никакого криминала нет. По Конституции в России все же свобода совести, хотя чувак странновастенький, так скажем. Не угаснут наши ярые сердца под натиском предателя-лжеца. Сыны Перуна в смертный бой идут, Русь-матушку врагу не отдадут. Служба в иррегулярном формировании позволила этому Лунину-рыкарю вернуться домой относительно здоровым, пережив контузию. У обычных контрактников и мобилизованных такой возможности нет. Поначалу у нашей редакции возникли сомнения насчет личности автора, из-за очевидного несоответствия. В кадре Лунин иногда появляется с медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Как участник боев он должен был получить не гражданскую, а военную версию награды с 2 перекрещенными мечами.
Однако затем мы нашли аналогичные случаи, когда бойцы добровольческих формирований получали за участие в боях как раз такую медаль, без мечей. Вообще, стоит отдельно разобрать награды, это напрямую касается путинской политики. Например, у Лунина есть медаль за заслуги перед Запорожской областью и медаль ордена за заслуги перед Запорожской областью. Это, если что, не одно и то же. И, как вы наверняка догадались, речь не об украинских наградах, а о знаках отличия, учрежденных оккупационной администрацией. Причем учреждены они были еще 9 сентября 2022 года, за 2 недели до псевдореферендума о включении области в состав России. Запорожье российская армия так и не взяла, увязнув под Степногорском и Малой Токмачкой. Зато награды региональные учреждены и активно вручаются. Аналогичным образом Эллу Памфилову и ее коллег наградили в 2024 году орденом за заслуги перед Херсонской областью. Назначенный Путиным глава региона заявил следующее. Эти награды стали признанием их огромного вклада в формирование избирательной системы нашего региона и помощи в организации всех избирательных кампаний, включая референдум и выборы президента РФ. Вместе мы делаем нашу избирательную систему еще более эффективной, а выборы прозрачными и легитимными. Орден за заслуги перед Запорожской областью у Памфиловой, к слову, тоже есть. И не медаль ордена, а именно орден, аж первой степени. Но вернемся к Лунину с его запорожскими медалями. Он действительно там воевал. Служил минометчиком. В одном из видео Лунин описывал прелести службы в районе Каховского водохранилища. Сейчас будет вставка чуть больше минуты. И там два вот бойца, блядь, мы их... Кто такие там, туда-сюда, не буду в подробности удаваться, как это происходило. Я говорю, где автоматы ваши? Он говорит, нет автоматов. Нам не дали. Я говорю, ну не пизди. Он говорит, отвечаю, клянусь, не дали. Кое-как, говорит, каски с брониками дали. Они рэбовцы, типа рэбовцам не надо. Там пизда нахуй. Если чё. Ты даже от фипивихи нахуй не можешь отстреляться, блядь. Потому что их ты только выходишь, ебало только высунулся, штук 8 в тебя летит. Ну записали это видео там, блядь, он жиганул нахуй наш старик безумный, блядь, это... Как его? Ворчун, братишка мой. Сейчас в Минобороне он. Ну, конечно, это было перед 9 мая, мы испортили картинку. Это было не в этом году, в прошлом году. И все. Приехали там ФСБ, МСБ, короче. Все со 135-й бригады приехали обнуляторы, блядь. Хотели там обнулять. Я спал, просто не знал, я бы там нахуй все кровью залил. На современном военном жаргоне обнулить значит казнить, а обнуляторы — это, видимо, палачи. Правда, автор ошибся. Под Запорожьем воевала не 135-я бригада, а 135-й полк. Про него очень мало что известно, попадаются лишь отдельные посты военблогеров. Среди наград Лунина есть также ведомственная медаль «Воин-доброволец». Минобороны с 24-го отмечает этой наградой тех, кто воюет в нерегулярных частях. Есть еще ведомственная медаль «За воинскую доблесть» первой степени и знак отличия за службу на Кавказе. Плюс медали неустановленного образца, которые можно вместе с удостоверением купить в переходе и наградить самого себя. Ведь у каждого уважающего себя участника СВО должен быть на груди целый иконостас, иначе ж не солидно. Однако все эти бесчисленные награды Лунин грозился с себя снять и отправить губернатору Воронежской области, если к нему в дом не проведут нормальное электричество. Которое в итоге было проведено, но не бесплатно, как того требовал Лунин. А потом за критику местных властей ему стали поступать угрозы. Я не единичный случай, нас сотни и тысячи. Владимир Владимирович, мы устали. Владимир Владимирович, мы устали жить в страхе. После того, как я записал видео о бездействии нашей администрации Лизиновского поселения, мне стали поступать вот такие угрозы. Посмотрим, что он там наговорил после некоммерческого объявления о вузе в Черногории. Посмотрите, пожалуйста. Вы наверняка не раз видели видео в духе «Я выучил немецкий или французский с нуля за год и поступил в европейский вуз». Вот только далеко не каждый без профессиональной поддержки может такое осилить, да еще и сразу перебраться в иноязычную среду, параллельно проходя бюрократические квесты. Есть путь куда проще, не требующий долгой подготовки, и при этом не хуже. Например, можно поступить на очный бакалавриат Faculty of Liberal Arts and Sciences
или ФЛАС, в Черногории. Это небольшой независимый факультет, где обучают эмигрировавшие преподаватели ведущих российских вузов – Вышки, Шанинки, МГУ, РГГУ и других. ФЛАС выдает диплом в рамках Болонской системы. С ним можно будет поступить в магистратуру в Европе. Кстати, в отличие от бакалавриата, магистратуры там часто англоязычные. Для поступления во ФЛАС тоже нужен английский, не ниже B2, ведь занятия будут в основном на нем. При этом международный сертификат не обязателен, есть внутреннее тестирование. Получить студенческий ВНЖ в Черногории не так сложно, как в Европе. А учиться можно по индивидуальной траектории. Жестких академических групп нет, студенты сами выбирают себе курсы. Что особенно ценно сейчас, ведь уникальное сочетание навыков часто важнее для карьерного развития, чем узкая специализация. Но главное, ФЛАС предлагает современное социогуманитарное образование без цензуры, с открытым диалогом и международной оптикой. А еще с доступом к международным программам обмена по Erasmus+. Среда там живая. Студент не просто единица, которую нужно как-то прогнать через несколько сессий, а человек со своим мнением, которого слышат и помогают ему найти собственный голос и видение. Студенты посещают лекции, делают совместные проекты, участвуют в исследованиях и совместно готовятся к карьере или магистратуре в Европе. И вы можете стать одним из них. Узнайте подробнее о специализациях и условиях обучения на факультете по ссылке в описании или запишитесь на бесплатную консультацию. По промокоду CATS скидка на первый год обучения в 10%. Введите промокод на сайте при регистрации. Продолжаем. В обращении к Путину участник войны сравнивает себя с Викторией Бонни, однако ролик его в несколько раз короче и гораздо менее содержательный. Он жалуется на прессинг со стороны местной администрации и неуважение к нему как к участнику боевых действий. Просит, чтобы Путин лично его принял, и тогда Лунин верховному главнокомандующему все расскажет. Поведает ему всю правду. Однако из самого обращения не очень понятно, в чем эта правда состоит. Владимир Владимирович, уделите 1 час времени на того, кто защищал ваши интересы. Я расскажу вам, как на самом деле обстоят дела. Я тот, кто добивается справедливости. Я семьянин, у меня 2 детей. У нас в семье никто не употребляет алкоголь. Мы – ячейка общества. Мы – фундамент России. Владимир Владимирович, я хочу, чтобы ваши слова были призывом к действию наших чиновников, а не просто словами. Я надеюсь на ваше понимание, что вы меня пригласите к себе, и я вам все подробно расскажу. Лунин обращается к Путину при этом довольно учтиво, но в предыдущих роликах интонации были совсем другие. Вы говорите то, чего нет. Вы нас обманули. Владимир Владимирович Путин нас обманул, назвав нас элитой. Благодаря этому участника войны даже заметила команда Ходорковский Лайв и сделала вот такую нарезку. Владимир Владимирович Путин нас обманул. Военный разочаровался во власти. Это Александр Лунин. Он воевал на Кавказе и в Украине. Ты приедешь, я отдам тебе все вот эти медали. Положенных льгот добиться он не может. Вы нас обманули. Нас посылают везде. Везде. При любой возможности. Сейчас он просит нормального энергоснабжения своего дома. Доведите до этих голов, которые сидят там в кабинетах, что так делать нельзя. Потому что люди, которые пришли с фронта, если возьмут в руки вилы. И это не единственная такая нарезка, есть еще и другие. Ну что, гуляй, Руанина. Социальная выплата пришла ветерану боевых действий. О, смотри, сумма какая. Заебись, ништяк, все ебало в шикарях, Мы же элита. Если посчитать все разы, сколько я раз чуть не сдох, воюя, защищая интересы нашего государства. И что я получил? Вот, 4800 рублей. Что я на эти деньги куплю? Малому 4 пачки питания. Вообще на что это рассчитано? Как может элита, как нас президент наш Владимир Владимирович Путин, наш вождь, назвал нас элитой, как может элита за то, что рискует жизнью, защищая интересы государства, может получать 4800 там с копейками, а? Понимаете, здоровье я там свое отдал, психику свою отдал. Особенно жестко Лунин высказался на тему вербовки на войну студентов. Ему эта идея, мягко говоря, не понравилась.
Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам, говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, пидоры, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины. Вы не наша Родина. Вы не наш народ. Вы предатели народа. Многонационального нашего российского народа. Вы, сука, людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам нахуй наши дети не нужны в стране, вам нужно мясо, которое пойдет разбираться, блядь, за ваши интересы. Также у Лунина есть обращение по поводу облав на мужчин в Пензенской области. Он весьма экстравагантно угрожает тем, кто попробует бусифицировать персонально его. Что до меня, если ко мне меня начнут прессовать и отправлять на фронт, я вам сразу хочу, ребята, сказать. Во-первых, вы заебетесь меня зашивать. Я располосуюсь весь нахуй. Я контуженный. Я, блядь, с головой, я вам скажу. В таких ситуациях мне похую. Еще Лунин предостерегает от того, чтобы давать ему в руки боевое оружие. Тот, кто даст мне оружие в руки и заставит идти воевать, я воевать не пойду. Я буду убивать того, кто дал мне это оружие в руки и заставил идти на фронт принудительно. Бывший участник войны с Украиной не скрывает своего восторга по поводу российской молодежи, которая на концерте Макса Коржа в Стамбуле браталась с молодежью украинской. Молодежь в Стамбуле у Макса Коржа на концерте. Вы вообще видели, что произошло? Вы, наверное, сами еще, ребята, не знаете, что вы сделали. Каждого из вас вообще я обнимаю крепко. Я благодарю, что вы есть и что вы такие. Вы вообще понимаете, что у нас есть не только вата и кастрюли. У нас есть цвет человечества. Это новая молодежь. Это молодежь, новые люди. То, что они сделали, на меня произвело такое впечатление. Я иду, у меня мурашки по всей коже. Мне дыхание захватывает. Это настолько было сильно, это настолько было мощно. У меня нету слов. А вот кого Лунин ненавидит всей душой, так это Владимира Соловьева. Я очень надеюсь на поддержку каждого из вас, чтобы это видео дошло до адресата. Лайк, репост, подписка. В очередной раз нам придется уничтожать Берлин и входить в этот проклятый Богом город. В очередной раз нам придется входить в Париж. Слушай сюда. Я тебе скажу, как ветеран боевых действий на Северном Кавказе и ветеран СВО. Нет никаких «мы». Единственное, куда ты можешь войти, это под хвост своей подружки и коллеги по оральным утехам, Гаспаряну, который точно так же, как и ты, вещает на твоем канале и оскорбляет наших женщин, наших жен, наших дочерей, наших матерей, тех, кто рожает защитников нашего Отечества. К слову, большая нелюбовь к Соловьеву стала общим местом для многих бывших военных, кому удалось вернуться домой. У нас сейчас бегают, запрещают музыку, запрещают блогеров. Да, возможно, кто-то из них действительно должен быть под запретом. Но цензура работает не в ту сторону. И когда Соловьев сидит и кричит, какой Поздняков, Алекс Паркер и дальнейшие военкоры ублюдки. Здесь хотелось бы прежде всего сказать о том, что правильно говорите там про Соловьева. Почему вот этот человек, например, я перестал смотреть его программу уже, наверное, несколько лет назад. Почему он до сих пор продолжает вещать на первом ведущем канале страны? В данном случае мы, правда, обрезали и видео Лунина, и другой ролик тоже. Ведь почти каждый российский военный, когда решает высказаться про Соловьева, непременно цепляется и к его детям. Дескать, что же они не воюют, да еще и как-то неправильно, мол, выглядят. Я считаю, что трогать чьих-либо детей — это последнее дело. Но вот в той среде, о которой мы сегодня говорим, почему-то так принято.
Вообще, надо сказать, что почти в каждом из сегодняшних роликов мы повырезали кучу всего, чтобы они смотрелись хоть как-то человекообразно. В том числе вырезали и все наезды на чужих детей. Резонансные обращения военных случались и прежде, но, как правило, в формате публичного отчаяния, записанного на передовой. В 23 году, например, миллионы просмотров набрало видео с военнослужащими печально известной 5-й мотострелковой бригады. Поборы, денежные поборы. Если эти деньги не сдавались, то людям обещали сразу кинуть куда-то на передок. Это происходило систематически. Людей из госпиталей раненых, которых ложили в госпиталь, через 3 дня вот, в ходе этих боев выписывали, не оказав никакую медицинскую помощь, не вытащив осколки, и обратно отправляли на передний край. И брали еще 20 тысяч. И брали деньги. Брали деньги еще с них 20 тысяч. На раненых. Тебя такое знать на раненых. Смысл в чем? Что я считаю, что руководство здесь, 5-й, этой бригады, которую я ни разу не видел, преступно. В полном составе, я считаю, что она преступна. Это преступная группировка. Это преступная группировка. В 24-м разлетелось обращение бойцов 19-го танкового полка. В характерных выражениях они сообщили о том, что на линии фронта у них враг и спереди, и сзади. Еще непонятно, который опасней. Разрешите представиться. Мой позывной Азит, я Кремер Эдгар Назимович. Мы военнослужащие штурмовой роты 19-го танкового полка 25-й армии. В данный момент мы занимаем круговую оборону. По ту сторону пидорасы, которые долбят по нам день и ночь. А по ту сторону пидорасы наши же, которые хотят нас всех обнулить. По той простой причине, что мы отказываемся выполнять их тупые, необдуманные, пьяные приказы. Наш командир батальона, Радченко Сергей Сергеевич, позывной «Атлас», несколько дней назад начал обнулять наших бойцов. В 25-м аж несколько десятков миллионов человек посмотрели обращение младшего сержанта Романа Канина из 60-й мотострелковой бригады. Я штурмовик. Я никогда не боялся, не трусил, ничего, и пру до конца. Но есть мы, 40-летние, 30-летние мужчины. Вы сюда, вы мобилизовали людей, долбоебы. У него 2 костыля. Сука, он еле ходит. Что он может в бою? Ничего. И вот таких вы мобилизовали. Личное обращение к губернатору Приморского края Кожемяка. Пидор ты конченый. Ты пацанам пообещал, что полгода они будут здесь. Они уже по 3. Мобилизованных, сука, по пальцам посчитать, поубивало всех. Вот друг у меня погиб в прошлом штурме. 3 года провоевал, сука, и погиб. Каждый, кто записывал такие ролики, делал это от полной безысходности. Последний, Роман Канин, прямым текстом говорил, что за такое обращение его убьют свои же. Но я знаю, что после вот этого всего видео меня не станет. От меня избавятся. Как от ненужного элемента. Дай бог, чтобы это все видео дошло до вас, и вы прислушались. Сколько можно уже? Вот это просто беспредел. Это такой беспредел безумный, который здесь происходит. Столько людей ложат. В 26-м году что-то стало меняться. О проваленной войне говорить стали примерно все, и это перестало считаться крамолой. А резкий выпад в адрес Путина теперь не гарантирует ни смерти, ни иноагентства даже. В одном из недавних выпусков мы упоминали военнослужащего Егора Гузенко, который в своем фронтовом телеграм-канале позволил себе обвинить Путина во лжи. Прям вот в таких выражениях. Сидите с умным лицом и лжете. После того поста Гузенко, по словам его товарищей, был послан в мясной штурм на обнуление. Об этом стали говорить все оппозиционные медиа. Гузенко обсуждали на «Живом гвозде», его похоронили на Ходорковский лайв. Однако спустя время он обнаружился. Живой, невредимый и не очень трезвый. Судя по всему, за выпад в адрес Путина его никак не наказали. Хотя еще годом ранее все было бы иначе.
Процитированный ранее сержант Канин не просто так в своем видео прощался со всеми. Понимал, что после такого его в живых не оставят. И, видимо, и не оставили. С тех пор о сержанте ничего не слышно. А вот Гузенко живой. Стоит сказать, не всегда критика Путина является выражением антивоенной позиции. Тот же Егор Гузенко вполне себе Z-людоед. Он осуждает не войну как таковую, а то, насколько она бездарно ведется. Тем не менее, война с Украиной все больше воспринимается как персональное предприятие Владимира Путина. Неспроста Лунин в своем обращении к президенту дважды проговаривает, что на фронте воевал за его, Путина, интересы. Родину он тоже один раз упомянул, но не в первую очередь. Токсичность Путина и, следовательно, токсичность темы войны ощущают все больше военных и околовоенных деятелей. Не раз нами упомянутый писатель Даниил Туленков, сумевший выжить в штурмовой части и вернуться домой, сейчас пишет манифест за манифестом против войны и за мир. Причем заявляет, что у него и других воевавших самый правильный нетвойнизм, который гораздо качественнее нашего либерального нетвойнизма. Ну, насчет качества вопрос дискуссионный, но он верно подмечает. Бывшие участники войны высказывают свои антивоенные настроения совсем иначе, чем мы. У них совершенно другой язык. Они иначе ставят акценты, иначе аргументируют и интонируют. У них другой жизненный опыт, иная мотивация. Вплоть до того, что человек выступает против войны, не покидая Z-сообщества и не отказываясь ни от людоедской риторики, ни от тех идей, которые входят в пеструю Z-идеологию. Высказывается в таких выражениях, что рядом с ним сесть уж точно не захочешь. Но все же против войны высказывается. Со временем таких будет становиться только больше. Очевидно, неудавшаяся война не то, во что хочется как-то морально вкладываться. Проще откреститься и примкнуть к лагерю тех, кто войну критикует. Именно такая позиция теперь ощущается более сильной. До завтра. Трупы, блядь, не дают вытащить. Пацанов наших. Без глаз черные, одни кости. Я на заход шел, смотрю, 4 мешка с пацанами, а 5-й из-под сахара. Такой 50-килограммовый белый мешок. Я думаю, все знают, что это такое. С костями. Как вы думаете, блядь, кто потом кого найдет? Но это война, спору нет. Я не при делах. Вы ее развязали, долбоебы, мы ее закончим. Но я не отказываюсь и воевать или еще что-то. Но вы же, суки, ее не хотите даже останавливать. Вам это удобно, ублюдки вы.